Здравствуйте, самые лучшие зрители. Меня зовут Полина. Вот сейчас кто-то скажет: ну все, дошла до края, как будто шить уже не из чего. Кромки-то ведь можно и выкинуть. Ага, сейчас. Они ведь такие красивые. Для начала их рассортируем. Светлые, темные. А потом подготовим основу из вспомогательного материала. У меня это квадраты 15 на 15 сантиметров. Вырезала их из самого дешевого, недорогого клеевого флизелина. На каждом квадрате обозначим вспомогательные линии, нарисуем диагонали. А дальше уже начинаем работу. На сторону склеим, нашиваем кромки. Закрываем уголок кусочком ткани, а потом сверху пришиваем кромку. Один край кромки плотный, обработанный. Строчку прокладываем именно по этому краю, а другая сторона полоски будет закрыта следующим кусочком кромки. Чтобы лишний раз не обрывать нитки, работаем сразу с несколькими деталями. Начинаем шить со светлой ткани. Когда доходим до диагонали, то переходим к темным тканям. Границу, диагональ делаем из темно-синей ткани. А дальше уже идет импровизация. Можно использовать все насыщенные цвета. Когда все заготовки зашиты, переходим к работе с утюгом. Вот она, вся прелесть работы с клеевым флизелином. Все хорошо держится, проклеено, укреплено. После этого промеряем заготовки и отрезаем лишнюю ткань. Здесь главное, чтобы граница темная, светлая проходила строго по диагонали. Вот мне нравится, когда блогеры говорят: я немного поработала за кадром, а потом вываливают на наивного зрителя 100-500 заготовок. Я не такая. У меня только 36 заготовленных квадратиков. И то часть их нашила чуть раньше. И что же с ними делать? Да что хотите. Я всегда говорю, что у каждой женщины в доме должна быть отдельная комната. И пусть она там развлекается как хочет. Хоть борщ варит, хоть пироги печет. А если сильно заскучает, то можно и постирать, и посуду помыть. А я вам показываю варианты узоров, которые можно сделать из таких полосатых квадратиков. Гулять так гулять. Смотрите, выбирайте, думайте, что именно вам отзовется. А мы остановимся на таком варианте. Темные ромбы на светлом фоне. Сшивать будем колонками, вертикальными рядами. Для начала сошьем вместе детали первой и второй колонки, потом третьей и четвертой, пятой и шестой. Шьем одну деталь за другой гирляндой. Нитки не обрываем, никаких промежутков между деталями не делаем. Когда мы соединили все ряды между собой, получается очень интересная конструкция. Все держится на нитках, на соединительных швах.
И нам остается только прошить все по горизонтали. При этом стыковка уголочков происходит автоматически. У меня была раскладка 6 на 6 квадратов. Полотно получилось размером 82 на 82 сантиметра. Очень эффектное и красивое. Но мне хочется еще увеличить его размер. Маловато будет. Поэтому работу с ним я еще продолжу. Москва не сразу строилась. Девочки, дорогие мои, вы же понимаете, я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Не ждите чудес, чудите сами. Думаю, что у вас все получится гораздо лучше, красивее и интереснее, чем у меня. Ставьте классы, пишите комментарии. Жду вас всех в своих группах ВКонтакте, Одноклассниках и на платформе Дзен. Огромное спасибо всем, кто поддерживает меня на Бусти. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!